Я думаю, вы и так знаете, кто такие Quantic Dream, а если в памяти пробелы, то... Эти таблетки. Я вам кратко напомню. Вот они, слева направо. Те самые так называемые киношки, выпущенные в основном под крылом Sony. И теперь, когда вы вспомнили, кто это такие, я вас обрадую, ну или нет. Тут такое дело, что известные вам по киношкам для Sony Квантики уже давно как не под Sony. После успешного релиза Детройта в 2018 году контракт Квантиков и Sony был окончен, и Квантики стали свободными. Но свобода их долго не продлилась. Сразу после окончания контракта с Сонями, Квантики начали искать нового папочку. И папочка не заставила себя ждать. Китайская компания NetEase уже владела небольшой долей в компании с 2019 года благодаря инвестициям в нее. Слово за слово, не разглашая сумму сделки и давая сладкие обещания о свободе, китайцы договорились с Дримами, и вот уже в 2022 году китайцы имеют всю компанию. Дримы стали первой компанией, принадлежащей китайцам в Европе, что помогло им усилить свои позиции и бла-бла-бла. Мы тут немного не о китайцах говорим, так что с вашего позволения я продолжу о Дримах и их новой игре. Как я выше сказал, китайцы обещали сохранить за Квантиками творческую свободу, независимость и возможность издавать свои и чужие игры. И вот мы здесь. В 2025 году я хочу сыграть с вами в игру. Итак, держа в голове все вышесказанное, вам нужно будет угадать, на каком из трех скриншотов считывается игра от Quantic Dreams. У вас есть 5 секунд. Не получилось? Хорошо. Даю еще 5 секунд и еще 3 скриншота. Снова затрудняетесь ответить. Понимаю вас. Итак, барабанная дробь. Это все была одна игра. Я думаю, у вас уже начали закрадываться некоторые мысли. Для укрепления этих мыслей я произнесу пару магических слов. Онлайн. Соревновательное. Моба от третьего лица. Уже чувствуете те самые обещанные Квантиком свободы? Да, ну, не будем забегать наперед. Взглянем на эту игру в жанре финансовый провал поближе. Нам обещают игру от третьего лица, которая будет сочетать в себе экшен и элементы стратегии. Нам предложат стать заклинателем, могущественным магом в мире, где не осталось богов и идет борьба за контроль над источником, энергией, которая питает нашу магию. Игрокам предстоит стать командиром магов и сеять хаос, вызывая полчища созданий и кастуя заклинанию, а победа достигается умелой стратегией и творческим подходом. Жидко звучит, да? Особенно учитывая бэкграунд студии. Давайте я разбавлю эту хтонь второй вестью. Кинцо по Звездным Войнам, которое варится в стенах студии, по заявлениям самой студии, все еще в ней варится. В принципе, вся предоставленная информация выше — это все, что есть по их новой игре на данный момент. Трейлер и ссылку на бету вы можете найти сами, ну или там на фоне кадры вы видели со скриншотами. И пока вы не начали окончательно думать, что во всем виноваты китайцы, я прокину еще одну весточку из студии. Ну что, готовы? Разработка Spellcasters началась примерно 7 лет назад. Да, сразу после выхода Детройта, до полного поглощения китайцами. И что это вот вообще было? Виляние попой перед потенциальным покупателем, которому однозначно понравится идея выпустить очередную сессионную реалку? Или правда поиск новых путей, идей и попытка расшевелиться на фоне стагнации? Давайте думать. Согласно словам ведущего продюсера, несмотря на то, что они не выпускали до этого онлайн-игры, компания всегда стремилась сделать что-то новое. Вот вам даже цитата. Инновации всегда были в ДНК нашей студии. А создавая Spellcasters, они задались вопросом, а что нового они могут привнести в мультиплеер. Также из интересного стоит отметить, что игра делается на том же движке, что они делали кинчики. И перелопатить движок под онлайн-помой было почти непосильной задачей. Оно, впрочем-то, и видно. А мне вообще казалось, что это нереально Engine 5. Лол. И чтобы окончательно сломать ваши догадки о причинах существования этого продукта и влияния на студию извне, я приведу вам цитату гейм-директора о реакции NetEase на игру. Сейчас будет длинная цитата, которую мне так лень читать. Они, как и многие другие, были очень удивлены, когда мы предложили эту концепцию. Но они захотели посмотреть, куда мы ее приведем. Им удалось оказать нам поддержку в некоторых аспектах.
например, с точки зрения процесса или передовых методов поддержки игры в режиме реального времени, чего мы раньше никогда не делали. Они были очень воодушевлены. В прошлом году у нас была возможность провести игровое тестирование в их офисе в Китае. В то время у нас даже была возможность встретиться с командой Marvel Rivals, и мы обменялись с ними творческими идеями, так что они подарили нам огромный багаж знаний и энтузиазма, и это для нас просто замечательно. А для меня замечательно, что я прочитал эту цитату с первого раза, и все, и мне больше не надо ее читать. Но вернемся к теме ролика. Суммируя все это, у меня же голос сломался. Суммируя все это, мы можем предположить, что это не китайцы заставили бедных работяг делать очередную, извините за выражение, а студия, которая всегда делала кино, принесла китайцам концепт внезапно, сессионки, и тем самым подложила свинью, ведь в случае провала финансовая неудача будет именно на кармане китайцев. И да, это не история, это... Как вот сложно иногда выразиться без матов, несмотря на все могущество нашего с вами языка. В общем, я согласен, что это просто трэш, как бы сказали молодые люди в интернете. Но я хотел с вами кратко поделиться всей этой историей, чтобы вам не пришлось в этом всем копаться, и чтобы у вас было все-таки какое-то понимание ситуации. Все, покаки.